Курс доллара бьет рекорды. Путин меняет выплаты раненым солдатам. А РКН планирует отключить интернет в России уже в следующем месяце. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это новости «Воздух». Мы начинаем. Курс доллара достиг 100 рублей. Такой уровень впервые с ноября прошлого года. Причиной могут быть прошедшие выборы в Америке. Мир ждет оживления экономики на фоне прихода Трампа. Однако высокие торговые пошлины и ужесточение миграционной политики приведут к росту инфляции, уверены эксперты. В четверг доходность десятилетних казначейских облигаций Америки достигла почти 4,5%. Это самый высокий показатель с июля. Роскомнадзор планирует отключить зарубежный интернет в отдельных регионах России уже в следующем месяце, в декабре. Ведомство называет это учениями. Об этом сообщил журналист Дмитрий Кользев, ссылаясь на письмо Центробанка. Учения проходят для обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России информационной и телекоммуникационной сети интернет. Это формулировка из письма. ВСУ ударили по военному объекту в Белгороде, сообщает местный телеграм-канал «Пепел». Ранено несколько срочников. Ракетный удар пришелся по площадке военной техники на улице Садовая. Технику видно на спутниковых снимках, однако российские СМИ отцензурировали изображение. Сделали так, что это как будто бы и никакой не военный объект. Но Владимир Путин тем временем сократил выплаты за ранения на войне. Но после реакции Z-сообщества поднял их. Но не все. 4 миллиона рублей по сегодняшнему указу Путина дадут военным, которые получили инвалидность. Причем из указа следует, что деньги полагаются военным инвалидам с самого начала вторжения. Раньше такие травмы, как и все остальные, оценивались в 3 миллиона рублей. Но пока выплата за инвалидность выросла, в 30 раз упали другие компенсации. Накануне правительство после другого указа Путина решило по-разному платить за разные травмы. За легкие ранения 1 миллион, за травмы, которые нельзя отнести даже к легким, 100 тысяч рублей. Тяжелые ранения государство оценило в те же 3 миллиона. На эти изменения шквалом критики отреагировали сторонники войны, они посчитали их несправедливыми. Видимо, для их успокоения за инвалидность Путин все-таки решил платить 4 миллиона. Такая вот кремлевская математика. Но тем временем второго чиновника уволили в Курской области после митингов людей, которые пострадали от вторжения ВСУ. Губернатор Смирнов отправил в отставку главу Кореневского района Марину Дегтяреву на встречу с жителями этого района. Они сами попросили это у губернатора. Дегтярева до отставки начала встречу с новости о медалях. Ну, ее свистали. Давайте посмотрим. Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничным районам. И за что Официальная причина увольнения – плохая организация эвакуации граждан. Беженцы из районов Курской области, где с августа идут бои, уже несколько месяцев так или иначе пытаются добиться помощи от властей. Людям негде жить и не на что снимать квартиры. Они пишут обращение Путину, выходят на митинги. В частности, 7 и 10 ноября беженцы собирались в центре Курска. После этого губернатор уволил главу Суджанского района. Митинговавших тоже наказали. Суд накануне оштрафовал на 20 тысяч рублей беженца из Суджи, которого посчитали организатором митинга. Кроме увольнений, власти региона в присутствии СМИ вручили 2 жилищных сертификата. Документы на новое жилье взамен утраченного из-за вторжения украинцев. Оба многодетным матерям, но женам военных. Вот как на это отреагировали жители региона в комментариях местных телеграм-каналов. Сейчас будут цитаты. 2 сертификата выдали, ну и хватит. Все закрыли рты, получается. Показуху уже надо навести. Вот такой вот комментарий был. Ну и еще, например, главное, чтобы не единоразовая акция была. Или вот, праздник без этого устроили. Ну, еще другие новости про российскую армию. Российская бронетехника в составе 2 колонн вошла в город Купянск, сообщает украинский портал Deep State. Смысла в этом нет, и бойцы, скорее всего, погибнут. Так оценивает атаку военный эксперт Юрий Федоров. Он был в Breakfast Show. Небольшой части солдат сначала удалось продвинуться вглубь города, и около 15 военных рассредоточились в жилых домах. По данным Генштаба ВСУ, атака уже отбита. Федоров считает, что единственная цель такой вылазки – это награда командира.
Сибира. В Купянске, где нет сплошной линии обороны, пройти вглубь позиций ВСУ малой группой несложно. Однако без снабжения такая группа обречена. Ну а Украина тем временем, похоже, готова на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. По крайней мере, об этом пишет сегодня Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников. Анонимный источник говорит, что вопрос территории вторичен, хоть и важен. Другие источники, два высокопоставленных тоже чиновника, говорят, что границы Украины на потенциальных переговорах могут быть определены в ходе боевых действий. В публичной риторике Украина утверждает, что не уступит никаких территорий России, видит свои границы в рамках 1991 года. Они включают все 4 присоединенные к России области, ну и, конечно же, Крым. ФСБшник под видом украинца заставлял россиянина совершить преступление. Такой вывод из материала суда против жителя города Орел сделали адвокаты. Ивана Толпыгина приговорили к 4 годам колонии за то, что он переслал спецслужбам Украины координаты и фотографии нескольких объектов в городе Орел. Следствие утверждает, что антивоенно настроенный Толпыгин искал связи с Украиной, чтобы в случае попадания на фронт сдаться в плен. В итоге он наткнулся на оперативника под ником Тимур. И вот тот сказал, что представляет Украину. Смирнов отмечает, что склонение к преступлению запрещено законом Российской Федерации. Выполняя задание Тимура, Иван Толпыгин нарушил закон и попал в тюрьму. Об этом рассказал Евгений Смирнов, адвокат первого дела. А поскольку Иван информировал Тимура о своих действиях, ФСБ знала, где Ивана можно поймать. Российские госкомпании продолжают использовать продукты Microsoft, несмотря на поручение Путина. Напомню, он хотел, чтобы все перешли на отечественное ПО. Закупки, конечно, сокращают, но полностью отказаться от Microsoft не получается. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Импортозаместиться не выходит, потому что не все программы, например, OneDrive или Publisher, перепридумали в России. В общем, какой-то порочный круг получается. Иностранные агенты не смогут воспользоваться деньгами внутри России. Такой законопроект готовит Госдума. Распоряжаться доходами от интеллектуальной деятельности и брендов можно будет только после снятия статуса иноагента. Все деньги иностранный агент должен получать только на специальный счет. Его, по задумке законотворцев, нужно будет скрывать обязательно, и будет он, конечно, в рублях. И при этом суд может разрешить отправить эти средства в бюджет. Основания для таких решений не уточняются. Новое дело против Никиты Журавеля рассматривают в Волгограде. Его обвиняют на сей раз в госизмене. По версии следствия, он передал украинским спецслужбам видео поезда с российской военной техникой и самолеты военного назначения. По этому обвинению Журавелю грозит от 12 лет лишения свободы. Съемку на суде запретили. В начале этого года его приговорили к 3,5 годам колонии за сожжение Корана. Во время следствия Никиту избил сын Кадырова. Глава Чечни выкладывал сам лично это видео в телеграм-канал. Друзья, это все новости, которые у нас были. Пожалуйста, подпишитесь на Ходорковский лайв. Это очень важно. Будем вместе, будем на связи. В студии был Дмитрий Иловский. Берегите себя. Пока.